Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня вас ждет общий расклад Таро по схеме 12 домов гороскопа. Этот расклад делается как прогноз или анализ ситуации на все сферы жизни. Он затрагивает личность, здоровье, деньги, друзей, родных и близких, вашу энергию, ваше творчество, вашу работу, ваши партнерские отношения, вашу кризисную ситуацию, ваши достижения, карьерные реализации, вашу самореализацию, магические аспекты и много других интересных аспектов, которые могут быть актуальны для вас здесь и сейчас. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни. Подключайте свою интуицию. Этот расклад Таро для мужчин и для женщин. И в ближайшие, думаю, минут 20 это займет у нас, да? До 30 минут у меня обычно расклады. И в ближайшее время мы с вами погрузимся в дома гороскопа, где будем смотреть и получать советы, подсказки, может быть, инсайты, может быть, лайфхаки даже, да, на ситуацию и на ближайшее будущее. Вы можете сконцентрировать внимание не на всем раскладе, а на каких-то вариантах, да, на какой-то конкретной карте или какой-то комбинации. Ну, как вы обратили внимание, 12 карт, 12 домов. Дом Овна, дом Тельца, дом Близнеца, дом Рака, дом Льва, дом Девы, дом Весов, дом Скорпиона, дом Стрельца, дом Козерога, дом Водолея и дом Рыбы. Ну, за какой дом за что отвечает, я буду уже в процессе, чтобы не затягивать, да, в процессе расклада. Итак, начнем с первого дома. Первый дом, дом Овна, он характеризует вас как личность, которая пришла на расклад на здесь и сейчас. То есть вот с этой энергией вы заходите на расклад. И у вас энергия отношений, да. И, ну, знаете как, это... вы хотите сблизиться, может быть, приобрести что-то, может быть... сблизиться, да, то есть или заполучить что-то. Но больше это, вот знаете, как любовное какое-то что-то, да, то есть вы человек сейчас в энергиях отношений. И вы хотите именно эти отношения либо наладить, может быть, да, или решить какой-то вопрос. То есть, по сути, может быть, карты советуют вам решить вопрос или начать решать вопрос с налаживанием именно любовных отношений. Да. Может быть, вы влюбились, может быть, кто-то влюбился в вас. Может, вы решаете сейчас вопрос с отношениями с мужчиной, с женщиной, с мужем, с женой, с любовником, с любовницей. То есть у вас на первом месте отношения. Все остальное, оно уже по ходу пьесы. Да. И это дом огня, да, то есть этот вопрос в отношениях вам нужно реализовывать сейчас в первую очередь и прилагать в этом вопросе или к этому вопросу много усилий, много энергии. Хорошо. Что у вас в доме здоровья и денег? А в доме здоровья и денег у вас спящая сила или сила. Но она как бы скрытая здесь, да, то есть здесь сила, власть, энергия, да, то есть, ну, по-разному можно как бы рассматривать это. И я скажу так, у вас большой потенциал как
в здоровье, то есть вы можете выздороветь, например, если вы болеете вдруг, да, и также у вас большой потенциал в деньгах, то есть вы можете быть обеспеченным человеком или богатым человеком, если вы эту энергию используете. То есть в вас есть некая спящая энергия, задействовав которую вы можете стать как здоровым, так и богатым. Ну а если вы здоровы, то уже богатым вам стать легче. Хорошо, давайте я все-таки хочу сделать вам такие еще советы, да, то есть уже у нас 2 карты есть. Пройдемся по советам, но немножечко позже. Мы откроем первые 4 карты, да, первые 4 дома, а потом я дам, советы, подсказки. Следующий дом – дом друзей и дом вашей суеты. Очень хорошая карта. У вас с друзьями должно произойти выполнение какого-то обещания или какого-то ожидания. То есть то, что вам пообещали друзья, должно сбыться, исполниться. Или то, что вы ждете от друзей, должно исполниться. Может быть, вы там хотите у них что-то купить или что-то продать. Если вы затеяли с каким-то другом или подругой какое-то прибыльное дело, в том числе и финансовое дело, могут отдать деньги, допустим, друзья, да, допустим, взяли в долг, да, отдадут. И, может быть, придут попросить в долг. Поэтому здесь смотрите, если давать или нет, да, давать, сколько вы считаете нужным. Да. И нужно разбираться, на какие цели. То есть выясняете, для чего, и если вы считаете, что вы можете дать эту сумму, то нужно давать здесь, потому что это как бы запускает некий процесс реализации вашего потенциала, как физического, так и финансового. И, может быть, это в конечном итоге повлияет на ваши отношения и на самую первую карту, которая вам действительно важна. Дом родственников. Это мама, папа здесь живут, в этом доме, условно говоря, и дети, брат, сестра в том числе. Что-то неожиданное вас ждет с родителями или с детьми. Или что-то неожиданное, вообще оригиналити это, неожиданное, но оригинальное, да, то есть необычное. Неожиданное, необычное. Хорошо, давайте разбираться. Что идет вам как личности в связи с отношениями? Что вам как личности идет с отношениями? Процесс в отношениях у вас ускорится, вы можете влюбиться, в вас тоже могут влюбиться, но больше это касается вас, карта, и у вас появятся варианты, и не один вариант, а может быть несколько вариантов развития отношений, налаживания отношений, улучшения отношений и сближения с партнером. То есть у вас, как у мужчины или у женщины, могут появиться различные варианты партнера. Да? Что идет вам в дом ваших денег и вашего здоровья? Очень хорошая карта. Вам идет прибыль, вам идет наследство, вам идет успех в бизнесе и идет успех, здесь в здоровье, в выздоровлении, да, может быть, есть какие-то проблемы, наследственные заболевания, да, то есть вот решение в этих вопросах вам идет, может быть, где-то исцеление, да. Хорошо. Что идет вам в связи с друзьями? В связи с друзьями. Смотрите, здесь идет как инсайт, прежде чем брать деньги, давать деньги или реализовывать что-то с друзьями, нужно внимательно прислушаться больше к своей интуиции
Не получается ли так, что вам хотят что-то предложить, что есть что-то, что является чем-то не вашим? То есть не получается ли так, что вам хотят что-то навязать и втянуть у вас в что-то? Это как карта такая предупреждения выпадает. Что оригинального у вас в том месте, где вы родились, или с родителями, с детьми, с братом, с сестрой? Что оригинального? Будет какой-то шанс, появится возможность реализовать то, что вы, может быть, долго изобретали или долго хотели найти какой-то метод, способ. У вас появится способ реализации вопроса, который касается ваших родителей, мамы, папы, брата, сестры и детей. И процесс может ускориться или сдвинуться с мертвой точки. Комбинация такая, знаете, решение вопроса с родителями и с детьми, условно говоря, с близкими, придет из ниоткуда. Если он вам актуален, действительно. То есть задача будет решена у вас. Хорошо. Следующий дом – это дом льва. В этом доме живет ваша энергия самореализации, ваша сексуальная энергия, ваша творческая энергия. Это дом бизнеса и игры. Да, вот такой. У вас ждет известность. Да, то есть если вы занимаетесь бизнесом, то вас заметят. То есть могут пойти продажи. Это очень хорошая карта. Но вам нужно давать рекламу. Правильно рекламироваться, вам нужно правильно заявлять о себе. Эта карта, она как бы призывает вас к действию. И здесь тоже дом огня, как и здесь. Вот если вы хотите как можно быстрее найти свою вторую половину, вам нужно выходить в люди, становиться публичным, известным, или там обращаться к каким-то серьезным официальным сервисам, которые делают вас публичным, известным, но это должно быть, опять-таки, какой-то достойный источник, достойный сервис. Да? Вот так. Хорошо. То есть ваш бизнес становится успешным, ваша энергия личности становится успешным. И смотрите, если вы ведете какую-то игру свою, если она тайная, то она станет публичной. Какая-то тайная игра станет явной, особенно ваша. Поэтому, если вам невыгодно это, то вам нужно как-то, может быть, поменьше публичности. Публичность может как вредить, так и помогать. Я с разных сторон даю вам толкование. Да? Давайте сразу будем подсказки давать, не будем открывать. Что идет в дом льва вам? Да, и смотрите, публичность может вам как помочь, так и наоборот навредить. Поэтому смотрите, возможно, причиной ваших неудач является неизвестность, но также известность может вам и навредить. Вот такой вот месседж. Хорошо. И опять-таки, видите, вот здесь уже пара, да, и пара, близость в паре должна быть проверенной. Слышите, да? То есть, чтобы ваша близость была без разочарований, вам нужно собирать информацию. То есть, не торопись быть близким или сближаться до тех пор, пока все не изучишь. Такой месседж идет здесь. Хорошо. Следующая карта у нас это дом Девы. Да, Девы. Девы сигнализируют. Дом Девы – это обязанности, долги, в том числе кармические. Это дом кармы, отработки кармы, работы. И дом службы, да, такой. И дом отношений, да, в браке. Отношения в браке. И здесь хорошая очень карта. Это достижение. С одной стороны, да, вы можете чего-то достичь. То есть в каком-то кармическом вопросе вы можете достичь, особенно в семейном, да, вы можете найти силы, чтобы достичь какого-то результата, как на работе, так и в семье. Это карта
и работы, дом, и работы, и семьи. То есть у вас в доме, семьи и работы есть достижения. В связи с чем это достижение? Ну, смотрите, вы можете укрепить свою позицию на работе, помириться на работе. Точно так же вы можете укрепить свою позицию в семье с мужем и с женой. Чего вы можете достичь? Вы можете достичь праздника или хорошего состояния там, где вы служите и работаете. Да? Там, где вам тяжело, где вы выполняете какую-то работу, вам станет комфортно. Может быть, это коллектив. Может быть, это, допустим, у вас ситуация треугольника, например, да, в семье. Вы этот вопрос треугольника решите. Ну и если у вас там, например, с братьями, с сестрами, да, ну или с близкими людьми в семье, да, есть какие-то трения или какие-то проблемы, то вы решите эти проблемы, ну, с выгодой для всех. Следующий дом – дом весов. И это дом партнерства. Именно партнерства. То есть это дом непосредственно вашей жены, вашего мужа, вашего любовника, любовницы и вашего партнера по бизнесу. И здесь, ну, здесь такая, знаете, как бы помощь, ну, благотворительность вообще, да, помощь с высших сил. То есть высшие силы будут помогать вам находить выгодные отношения, улучшать отношения, достигать результата в отношениях. И очень хороший, кстати, расклад пока идет. Он, вот, энергия помощи, энергия постоянно такая на позитивчике. То есть в ваших партнерских отношениях высшие силы будут создавать такую ситуацию, где вам будет легче. Да. И вот может быть месседж, да, какой идет, что в связи с этим. Да. Особенно вам будет легче в семье, с детьми, с родителями, ну и с мужем, с женой. То есть у вас как бы, давайте так скажу, в семье и в бизнесе, в партнерстве у вас будет все ок. И ситуация стабилизируется. Да, вот так. Ну, кто гадает на детей, то же самое. Детки тут есть в этой карте. Вы можете вот посмотреть, они на руках у этой женщины. Да? Вот так. Хорошо. Следующее. Следующий дом. Дом кризиса. То есть это дом проблем. Да? То есть там, где тонко, ломко, и там, где проблемы. Да? То есть... Так, смотрите, у вас проблемы в бездействии. И вот мы сейчас будем смотреть нерешительность, да, или остановка какая-то, или безразличие какое-то, да, вот так. Давайте посмотрим. В доме кризиса в связи с этим бездействием. Вот что у вас в доме кризиса? У вас в доме кризиса ситуация, которая не решается долго. То есть вы что-то не можете решить, и с этим связан кризис. Или кризис влияет на то, что вы не можете решить какой-то вопрос. Вы этот вопрос решите, особенно если этот вопрос связан с мужчиной, с коллективом, с достижением вашей цели, к которой вы идете, с управлением каким-то процессом. Ну, например, вы ищете автомобиль, например, приобрести, купить или продать. Или ищете, где учиться ездить, да, или боитесь ездить, да, вот такое. То есть у вас что-то с движением к достижению цели или с движением к цели. И с успехом. Это карта успеха. То есть у вас путь к успеху, он застопорился. То есть, по сути, как бы вот есть такой обряд, да, открытия дорог. Вот если вы его в этот период сделаете, да, особенно сейчас растущая луна, но к нему надо готовым быть еще, да, то есть его, перед ним проходятся обряды другие, да, на убывающую луну. Ну, в общем, не суть. То есть
обряд на открытие дорог у вас будет успешный. То есть у вас может пойти открыться дороги и к финансовому каналу, и к выздоровлению, и к партнерству и так далее. То есть по сути вот эта комбинация, она о чем? У вас откроются дороги как к деньгам, так и к отношениям. Ну, такой вот месседж. Очень хорошая карта. Ну, может ли здесь там появиться на пороге мужчина для женщины, да, или там женщина для мужчины и так далее? Да, может. С начальником, например, если есть проблемы, решится хорошо все. Хорошие карты. Следующий дом – это дом Стрельца. И вот это вот, ну, как бы, куда вы идете, какие цели у вас будут в будущем, да? Это вот как бы прошлое, настоящее, вот здесь где-то будущее. Вот к чему нужно стремиться, да, вот показывают карты, маячит. Ну, стремиться нужно как бы к отношениям и связям. То есть эти отношения и связи могут быть как в личной жизни, да, вот здесь мы смотрели с вами, так и в бизнесе. Услышали, да? То есть ваша цель – это налаживание личной жизни, связей, коммуникаций. Окей. Хорошо. Что идет в этот дом? То есть вам целью нужно ставить именно налаживание личной жизни. А в этот дом идет женщина. И особенно если вы рак, рыба или скорпион, ну вообще идет женщина. То есть особенно для женщин идет хорошая полоса. Если вы хотите стать мамой или бабушкой, или вообще найти себе партнера, наладить новые отношения, укрепить старые в семье и так далее. Ну, а мужчина может идти, женщина. Особенно обращайте внимание на, давайте так скажем, женщину ну, эта женщина у нас получается с Запада. Это западная женщина. Ну, здесь она рыжая, кстати. Женщина водной стихии. Может ли это быть женщина с ребенком? Да, это может быть женщина с ребенком. Но это для мужчин. А в личной жизни у женщины начинается белая полоса, связанная с отношениями. Или светлая полоса. Прекрасная карта. Хорошо. Следующий дом. У нас дом Козерога. И здесь вот карьера. Именно карьера. Ну, кто не работает, да, то это вот результаты. Результаты. Ваши результаты. Ваши результаты вас порадуют. То есть ваше эго будет сиять, как петушок. Да? Особенно если вы живете во Франции, потому что там символ Франции, да, есть петух. Но эготизм, да, или эгоизм. То есть, смотрите, ваши цели для вас будут достигнуты. И вы будете радоваться, кукарекать, да, кричать всему миру. И особенно в чем, куда концентрировать внимание? Ваша цель – развязать сложную задачу, выпутаться из сложных ситуаций, освободиться от чего-то, развязать кармический узел, открыть дороги, исцелиться, обучиться, закончить курсы, получить разрешительные документы. В общем, выйти из какого-то очень сложного испытания, да так, что вас еще и вам будут завидовать. То есть, по сути, вы сейчас не в самой лучшей ситуации, но петушок говорит о том, что вы из этой ситуации вырветесь на свободу. И, ну, хоть петух и не может летать, да, ну, то есть, он так устроен, да, он там может подпрыгивать, перелетать может. Ну, в общем, ваш перелет или приземление, давайте так скажем, или прыжок и приземление у вас произойдут успешно. То есть, вы освободитесь от чего-то очень плохого. Как может быть в здоровье, так и в деньгах. Ну, короче, избавитесь от какой-то очень серьезной проблемы. От какого-то геморроя, да, настоящего. Окей. Вот это дом Водолея. Это дом так, ну, он говорит, как вы будете выглядеть, как вас будет видеть мир. Да? Не вы себя будете так видеть, а вас так будут видеть. Ну, здесь вас будут, знаете, как видеть? Вас будут видеть так, как будто бы вы либо отмстили, либо получили свое.
достигли своего, добились своего. Это реванш, месть, да. То есть ваш проигрыш какой-то, да, какой-то в недавнем прошлом, да, или в настоящем, но вы отыграете какую-то свою позицию. Особенно с чем это связано? А с чем угодно. С тем, что вы сейчас хотите отыграть. Вот поставьте на паузу, и прежде чем поставите на паузу, подумайте, что бы вы хотели отыграть в своей жизни, вернуть назад. Или что бы вы хотели отыграть, вернуть назад, освободиться, избавиться, да? Или для чего бы вы хотели начать свою жизнь с чистого листа? Или с кем бы вы хотели начать жизнь с чистого листа? То есть, как бы вы добьетесь начала чего-то нового. И снятие бремени с себя и со своих энергий. Очень хорошая комбинация, кстати, сегодня. Особенно учитывая то, что рядом у вас вот этот висящий, да, то есть вы, по сути, выскочите из какой-то неловкой ситуации, очень плохой. Условно говоря, из петли соскочите, да, то есть, вас кто-то будет хотеть захомутать, заарканить, а вы будете выскакивать из этой веревки, да, условно говоря. То есть вы не попадетесь, да, слышите, да, или наоборот, вас не смогут поймать, или вас не догонят, понимаете, да, вот в этом ключе. Вы сами знаете, о чем я говорю. И вас будет вести дух, понимаете, здесь вот карта духа, и смотрите, у вас из арканов, да, старших, только висящий и дурак. То есть, по сути, у вас будет какое-то такое облегчение. У вас как будто бы с души вас будут видеть легким человеком. Вас будут со стороны видеть, как будто бы вы порхаете, как бабочка. Видите, у этого человечка здесь есть крылья. И вот вы будете как бабочка, вы будете летать. Но вы будете не висеть и болтаться, да, где-то там в зависимости от какой-то ситуации, а вы будете независимы от той ситуации, которая вас так сильно держит, что просто капец. Ну и последнее. Это дом скрытого, это дом тайн, дом магии, мистики и всего, что вы не понимаете. Да? И тут у вас, смотрите, очень хорошая карта, кстати, то, о чем вы догадываетесь и о чем вы много размышляете, наконец-то откроется. И у вас, как бы будет возможность подтвердить свои домыслы и догадки. Особенно, если эти домыслы и догадки касаются работы, успеха в финансах, самореализации, вашего искусства, вашего бизнеса, вашего обучения. И если вы кого-то учите, вашего коллектива. Это хорошая карта, в принципе. И эти домыслы, догадки, они дадут вам возможность достигать успеха, прибыли и прироста. Чого вам искренне желаю. Світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, лишайтесь на зв'язку. Побачимось, почуємось. До зустрічі і па-па.